Hi, welcome back to our online retreat, the Wheel of Life retreat. Приветствую с возвращением на наш онлайн-ретрит «Колесо жизни». And I'd like to welcome Shopping, Я хочу поприветствовать Joe Shopping, and thank Элисон her for translating и today. поблагодарить за то, что она будет переводить сегодня. So we're on session 8. Мы на 8-м занятии. The name of this session is What It's Like to Live in the Bardo. И название этого занятия «Что значит жить в Бардо?». And the picture we're using for this class Картинка, которую мы используем для этого занятия, is a burnt black tree trunk. это черный ствол сгоревшего дерева. And we'll explain more И мы about that объясним later. больше об этом дальше. So I think at first most of us know the word bardo. Итак, думаю, во-первых, большинство из нас знают значение слова «бардо». Par means in between. Бар означает промежуточное. And bardo means the state in between. И бардо означает промежуточное состояние. It means the state between after you die and until you are reborn. Это означает промежуточное состояние после вашей смерти и до перерождения. So we're continuing with this idea of how lousy is life. Okay? Итак, мы продолжаем эту идею о том, как паршива жизнь. Хорошо? And we have trouble all through our life. Все мы имеем We проблемы have trouble all through our на life. протяжении нашей жизни. And then also again in the bardo we have the same И trouble. потом также снова в бардо у нас те же проблемы. So let's talk about what it's like to be in the bardo. Так что давайте поговорим, каково это находиться в бардо. And I'm going to read from the Tibetan. I hope you will follow the Tibetan. Я буду читать с тибетского, надеюсь, вы последуете за тибетским. I know not all of you want to learn Tibetan, Я знаю, не все из вас хотят изучать тибетский, but I'm trying to put a seed in your mind но я пробую поместить семя в ваш ум, to read these very holy books, чтобы читать эти очень священные книги, to read the original. читать оригинал. It puts a very deep seed in your Это mind. сеет очень глубокое семя в вашем уме. And we will meet again in the next И life мы с вами встретимся снова в следующей жизни, to study translation чтобы together. изучать перевод вместе. So I'm planting those. Так что я сею эти семена. Nipashine parodu lugni. Now the second part of this discussion. Вторая часть этого обсуждения. How is it that we go into the bardo? Как получается так, что мы переходим в бардо? And what happens in the И bardo? что происходит в бардо? Chisi gakpa. Чиси гакпа. Chisi is a special expression. Чиси — это особенное выражение. There are 4 kinds of sipas. Существует 4 вида Chisi чипа. is one of them. И чиси — одно из них. In this case, si means kind of being. В этом случае си означает как бы вид бытия. And chisi means the person or the being at the time of their И death. чиси означает человек или существо в момент своей смерти. So, chisi gakpa, gakpa means ending. Чиси гакпа, гакпа означает конец. So, chisi gakpa means, the person is dying on their hospital bed. Итак, чиси гакпа означает человек, который умирает на больничной койке. The person is dying, and then tu nyamdu Человек умирает, и затем дюньямду means at the same moment. означает в тот же самый момент. Sangde tomen shindu means in the old days when they weigh food, for example, they will use a scale with 2 plates. Это означает, что в старые времена, когда взвешивали еду, например, использовали весы с 2 тарелками. And as this plate comes down, И когда одна тарелка опускается вниз, this plate goes up. другая тарелка поднимается вверх. So they say the appearance Поэтому говорят, что вид, that you который have вы имеете at the time в of момент death, смерти, your outer ваш appearance, внешний вид, it starts to fade. начинает исчезать. And at the same time, another appearance starts to come in. И в тот же момент другой внешний вид начинает появляться. And you take the appearance
of the person in the И bardo. вы принимаете внешность человека в барду. So your face, your body start to change. Ваше лицо, ваше тело начинает меняться. The face and body you had when you were dying Лицо и тело, которое у вас было, когда вы умирали, is replaced by the face and the body that you're going to have in the bardo. заменяется на лицо и тело, которое вы будете иметь в барду. And that bardo person's appearance. И появление этого бардо человека, Here it says, "Munduki sipe sukchente." It matches the appearance of the person before. и здесь написано, что это соответствует внешнему виду человека до этого. And this is a very confusing idea. Это очень запутанная идея. And many people misunderstood it. Многие люди это неправильно понимают. Oh, when I О, die когда я умираю, and I go to the и я иду в bardo, бардо, my appearance will be the appearance of the person мой before. внешний вид будет выглядеть как человек до этого. But it means the appearance of the person before your next Но death. это означает внешний вид человека до вашей следующей Yeah. смерти. So that means the appearance you're going to have in your next life. Так что это означает внешний вид, который вы обретаете в вашей следующей жизни. So the appearance that you take on in the bardo, Итак, внешний вид, который вы принимаете в бардо, it's related to who you are going to be after you come out of the bardo. связан с тем, кем вы будете после выхода из бардо. So here it says, "Kewa chime luki chiyip chendu drup." You take on a body of that is related to the body you're going to have when you come out of. Итак, здесь говорится, что вы обретаете тело, которое связано с телом, которое у вас будет, когда вы выйдете из бардо. Munduki sipa shepeten. And here he clarifies. He says, by the way, when the scripture says the being of the time before, И здесь он уточняет, он говорит, кстати, что когда в Писании говорится существо времени до, it means the being you're going to be for a whole lifetime before you die in the next life. имеется в виду существо, которым вы будете целую жизнь, прежде чем умрете в следующей жизни. Kachi ki shimbote sembe kapki number dang chejek jinda yopashin. So some people say Некоторые люди говорят, the dead person умерший человек looks like how they in the bardo they looked like the person they used to be. в бардо выглядит так же, как человек, которым он был. Then parola dead dukbe and they sit in the И bardo этот человек сидит в бардо, and you can send them messages and they will reply, with even written messages to you. и вы можете отправлять ему сообщение, и он ответит вам даже письменным сообщением. And in America, we have some, И в Америке у нас есть некие гадалки, and you go to them, you say, I want to talk to my father who died. и вы можете пойти к ним и сказать, я хочу побеседовать с моим умершим отцом. Then they kind of have trick way to write letters and they say, oh, look, he wrote you. И у них как бы есть хитрые способы написать вам письмо, и они говорят, о, смотри-ка, он пишет тебе письмо. Sokjun Yin here says they're all fake. И здесь говорится, они все фальшивые. So he says, be careful of these like fortune. Итак, он говорит, будьте осторожны с этими гадалками. Some of them just making money. Некоторые из них просто зарабатывают деньги. And they are making fake letters from your Они relatives who died. создают фальшивые письма от ваших умерших родственников. But you can see a bardo being and you can talk to them. It's possible. Но вы можете увидеть существа бардо и поговорить с ними. Это действительно возможно. Dinda Reni Tongwa Sikyang says it's possible you could see your relative in the bardo. It is И possible. здесь говорится, вы можете увидеть своего родственника в бардо. Это действительно возможно. And it's also possible that someone who looks like your relative in the bardo is not really your relative in the bardo. И также возможно то, что кто-то похожий на вашего родственника в бардо на самом деле не является вашим родственником в бардо. Mi mayin ki shimbu
Sungne jikten pelpa luache. This is a kind of spirit being. Это своего рода дух существа. It's kind of ghost. Это своего рода привидение, And they like to take the appearance of your relative. которому нравится принимать вид вашего родственника. And they trick И you. они обманывают вас. J. Mila means Milarepa. Джей Мила. Мила означает Миларепа. A very, very famous meditator from about 1,000 years Это ago. очень-очень знаменитый мастер медитации около 1000 лет назад. And there's a story in his 100,000 И songs, есть история о нем в сотнях тысяч песен, which is in Tibetan is Gurbum, which means 100,000 songs. что на тибетском звучит гурбум и означает сотни тысяч песен. Then there's a story there about how he met someone's father from the Bardo. И есть история о том, как он встречает чьего-то отца из Бардо. And he guided that. И он направлял этого человека. And apparently there was also some ghost in the story who was imitating that person. И, похоже, в этой истории был некий призрак, который подражал этому человеку. And I'd be interested if any of you guys listening, you could read those 100,000 songs of Milarepa. И мне было бы интересно, если бы кто-то из вас, ребята, слушает, I was могли бы translated почитать into English эти a long, long time ago by somebody named Garma Sisi Chang. песни Миларепы, которые были переведены на английский давно человеком по имени Гарма Сиси Чунг. The name he translated 100,000 is a mistake. То, как он перевел это название 100 тысяч, является Yeah, he ошибкой. made a mistranslation Он сделал неправильный перевод in the в title. названии. So, for example, Sung Boom doesn't mean 100,000 books. Так, например, Сунгбум не означает 100 тысяч книг. It just means a collection of. Это просто означает коллекция книг. But generally, the translation I think is not so bad, and maybe some of you guys can find this story. Но в целом перевод не так уж и плохо. Возможно, некоторые из вас, ребята, смогут найти эту историю. It's not 100,000 stories, but it's a lot, and I don't have time to read the whole thing, but you guys can read it. Там не 100 тысяч историй, но много. И у меня нет времени читать все это, но вы, ребята, можете это почитать. Tena Bhartawa ni Wambokun Sama. So a Bhardo being really does have eyes, ears, nose, everything complete. Итак, существо Бардо действительно имеет глаза, уши, нос и все в комплекте. Muishe Yopa means abhisnya. They have the ability to. They have special mental abilities. Нюша и Юпа означает, у них есть особые ментальные For example, they can способности. understand all languages. Например, они могут понимать все языки. And they have zutru. Zutru means they can do miracles. И у них есть цутрул. Цутрул означает, они могут творить For чудеса. example, they can walk through walls. Например, они могут проходить сквозь стены. They can travel millions of miles in an hour. Они могут переместиться на миллионы миль за час. And Buddhism says that's how new planets are populated, actually. И в буддизме говорится, что именно так заселяются новые планеты. Вот так люди пришли в этот мир. So worlds are countless, beginningless, and people move from one to another one a million miles away, and they populate it. Поэтому миры бесчисленные, у них нет начала, и люди перемещаются от одного к другому за миллионы миль и населяют их. Then that ability to walk through walls И эта возможность проходить сквозь стены, is very это interesting. очень интересно. If the wall is part of a temple Если стена является частью храма or a holy place like Bodh Gaya, или святого места, как, например, Бодхгая, when they hit that wall, they cannot go through it. Any wall in the world they can walk through, except that one. когда они достигают этой стены, то не могут пройти сквозь нее. Любую стену мира они могут пройти насквозь, за исключением таких. So some wall that's connected to a holy place, Так что некоторые стены, относящиеся к святым местам, it will stop them. они их остановят. And the skin at the back of a woman's womb И is the same. кожа в задней части женской утробы такая же. Kanglaan Matokpa means
they can't go through. Это означает, они не могут пройти, And they get и они stuck. там застревают. And that's where many of them are И именно reborn. там многие из них перерождаются. Next, Pabongka Rinpoche describes the physical appearance of these beings. Далее Пабонка Ринпоче описывает внешность этих существ. So we said they take on the appearance that corresponds to their next. Итак, мы говорили, что они принимают вид, соответствующий их следующему рождению. That doesn't mean if they're going to be reborn as a very tall guy, that during the bardo they look like a very tall guy. That's not what it means. Это не значит, что если человек собирается переродиться в очень высокого парня, то во время барда он выглядит как очень высокий парень. It means what kind of rebirth they're going to take. Это означает то, какое перерождение они собираются принять. You can tell it from the appearance in the bardo. Вы это можете судить по внешнему виду в бардо. So he gives here some examples. Поэтому здесь он приводит несколько Nyawa примеров. yida tundo dupe hla mi. He gives 5 Он дает examples. 5 примеров. Person in the hell Человек realms. в сферах ада, Person who becomes a hungry человек, ghost. который становится голодным духом, Person who's going to become an animal. человек, который становится животным, Person who's going to be a pleasure being in the desire realm. человек, который будет существом удовольствия в сфере желаний, And a human. и человек. Okay, what do they look like in the bardo? Как они выглядят в бардо? Me rim shin means if we start one by one to tell you from the bottom, meaning from the hell realm. Мейримшин означает, что если мы начнем по порядку снизу, то это означает со сферы ада. Dongtum me tsikpa means people in the bardo who are going to be reborn into the hell realms, their body looks like the stump of a burnt tree. Это означает, что люди в бардо, которые собираются переродиться в сферах ада, их тело выглядит как пень сгоревшего дерева. If you're going to be born as a hungry ghost, Если вы родитесь голодным духом, your body looks like water. ваше тело выглядит как вода. If you're going to be born as an animal, Если вы родитесь животным, tua, your body looks like smoke. дуа, ваше тело выглядит как дым. Depe hla mi, if you're going to be a pleasure being or a human in the desire realm, Если вы собираетесь быть существом удовольствия или человеком в сфере желаний, ser sambu tabun doktar, you have a body that looks like very fine gold. у вас тело, которое выглядит как очень хорошее золото. Sukambe pado kapo yula. If you're going to be born into the form realm, maybe you did those 4 meditations, right? Если вы собираетесь родиться в сфере форм, может быть, вы делали эти 4 медитации, верно? Your body will be like shining white color Ваше тело будет как сияющий белый цвет in the bardo. в бардо. Sukme do kewana pardon me. But if you're going to be born into the formless Но realm, если вы собираетесь родиться в сфере без форм, there is no pardon. то тогда нет бардо, Because you're not going to have a body. потому что у вас не будет тела. So it's interesting if I die here, sitting here, И это интересно, если я умру сидя здесь, and I will go immediately into my mental body, я немедленно попаду в свое ментальное тело, right прямо here. здесь. Okay, and that's where the formless realm is. И вот где находится бесформенная Wherever I сфера. die. Это там, где я умираю. But otherwise, Но в остальном, kind of the purpose of the bardo как бы цель бардо is to travel from the place you die to the place you're going to be born. — это путешествовать из места, где ты умер, в место, где ты собираешься родиться. It could be 1 Это meter. может быть 1 метр, It could be millions of это miles. может быть миллионы миль. And it takes the same И это time. займет одинаковое время. Okay, the next paragraph says, Migewa chepe parsini. В следующем параграфе говорится следующее. Parsi means, again, si means the person. Par means
in the bardo. So Parsi means the person in the bardo. Опять же, си означает человек, бар означает в барду, поэтому барси означает человек If в generally барду. speaking, they were not a very nice person their whole life Если говоря в целом, before. он был не очень хорошим человеком всю свою предыдущую жизнь. Semo munaktu namatabu. They look like kind of darkness. То он выглядит похожим на темноту. And that's their appearance. They look like dark, И black. это их внешний вид. Он выглядит как темное Like что-то, night. чернота. Gewa chepe parsini, but the bardo of a person who was a good person their whole life. Но барду человека, кто был хорошим всю свою жизнь, Nambukarpo means they look like white silk. означает, они выглядят как белый шелк. Dawa dan chepa tsemenawa. They look like the white moonlight at night. Они выглядят как белый лунный свет ночью. Pardu tsetse means, well, how long do these beings live for? Барду вейцеце означает, как долго живут эти существа. Sungsu Mangyang, there's many different scriptures say different things. Есть очень много разных писаний, которые говорят разные вещи. Most of those scriptures are incorrect. Большинство из этих писаний неверны. There's one in particular called, they translate it as Tibetan Book of the Dead. Одно из них называется, в частности, его перевели как «Тибетская книга мертвых». Pardo Tangdo. Парду Чондрол. And in the tradition of Tsongkhapa, who is very strict about his authority, source. И в традиции Цонкапы, который очень-очень строго относится к своим авторитетным источникам, He says the original of that он book говорит, что оригинал этой книги is this word here. It's they call fake. It's fake. здесь вот это слово используется подделка, это фейк. Yeah, it's just not correct. Это просто неправильно. So they would this tradition, Tsongkhapa's tradition, would say, that book is not correct about the Bardo. Поэтому в этой традиции Цонкапы сказали бы, что эта книга о Барду неверна. Pelcher Shak Dindu Shepa, but most of the great books, Но большинство великих книг, Chime Tsoshak Yinda, it says that Bardo being always lives for 7 days. говорят, что существо Бардо всегда живет 7 дней. Cannot live for more than 7. Они не могут жить более 7 дней. Then there's a funny debate. Pabongka says, I wonder which kind of day they're talking about. Затем есть забавные дебаты, в которых Пабонка говорит, интересно, о каком дне они говорят? Because a day in the hells or a day for the pleasure beings can be 1,000 years, Потому что день в аду или день для существа удовольствия может быть 1000 человеческих лет. And he says that Chimatsu Shak means 1 day and night, 24 hours. И он говорит, что это означает, Yinda means my opinion. что один день и ночь или 24 It's часа. 7 days of where you're going to. И по моему мнению, это то, что это 7 дней того, But куда he's not totally sure. вы Yinda собираетесь. means, but I'm not totally Он sure. говорит, но я не до конца уверен, я не совсем уверен. But traditionally, in a Buddhist monastery, for example, Но традиционно в буддийском монастыре, например, we count 7 days. мы считаем 7 дней. And we start from the day that the person died. И мы начинаем отсчет со дня, когда человек умер. So if they died at 1 minute to midnight on Tuesday, Поэтому если он умер за 1 минуту до полуночи во вторник, 1 minute before midnight on Tuesday night, за 1 минуту до полуночи во they die вторник, at 11:59. в 11:59 ночью, Still we count that as number 1 when we count 7 то days. все равно мы считаем этот день номером 1, когда мы отсчитываем 7 дней. And I had an opportunity on a long plane flight once. И однажды у меня была I возможность, talked to my own teacher. на длинном перелете я разговаривала со своим учителем.
who again was a disciple of Pabongka Rinpoche and Pabongka Rinpoche's heart disciple, Trijang Rinpoche. Который также был учеником Пабонки Ринпоче и Тричанга Ринпоче, сердечного учителя Пабонки Ринпоче. And I asked him many questions about these bardos. И я спрашивала и задавала ему много вопросов об этих бардо. And he gave me some great answers. И он дал мне несколько прекрасных ответов. I put all of those into a kind of a question and answer paper. И я поместил все это в список вопросов и ответов. And we're going to offer it on this broadcast. И мы собираемся предложить этот список вам на этом подкасте. There'll be a link that you can click on. Там будет ссылка, которую вы можете нажать. And you can go to that explanation by my teacher. И перейти к этому объяснению моего учителя. Shakdune chi, then they will die after 7 И days. потом они умрут через 7 дней. Then either they go to the life they're supposed to go to, or they come back to another bottle for 7 more days. Затем они либо возвращаются к жизни, в которую они должны идти, либо возвращаются к другому барду еще на 7 дней. Or less, right? Или меньше. So let's say they're in the bottle for 10 days. Допустим, они в барду 10 дней. After the first 7 days, they will После die. первых 7 дней они умирают, They will come back to that bottle возвращаются в это барду for 3 more days. еще на 3 дня. Then they die and become whatever they're supposed to be. Затем они умирают и становятся тем, кем должны стать. So he calls it, here he has a funny name, he calls it Chi Chung Re. He means mini death. Так Mini что он death. называет это здесь, у него есть забавное здесь название, он называет Чичунгре, что означает They мини-смерть. have bardo mini У них deaths есть такая мини-смерть бардо every 7 days. каждые 7 дней. And kene manyetse, and if they don't find the rebirth that they're supposed to have, И если они не найдут перерождение, которое у них должно быть, len dunki par deta chi chung re che sun. The great books say, великие книги говорят, and for example, the Abhidhamma Kosha, which is one of the greatest books of и, Buddhism. например, Абхидharma Коша, которая является одной из величайших книг буддизма. And if you're really interested about the bardo, И если вы действительно интересуетесь бардо, you should read Stanley's translation of the вам Abhidhamma. следует прочитать перевод Абхидharмы от Стэнли. And that's completely И correct. она совершенно правильная. It's about almost 2,000 years Этой ago. книге почти 2000 лет. And that's a better source to read than the Tibetan Book of the Dead, which has many false views. И это лучший источник для чтения, чем тибетская книга мертвых, в которой есть много ложных взглядов. Len Dungi Par De Tar Chi Chung Re Che Sum. Those great books say you will have maximum 7 mini deaths. Эти великие книги говорят, что у вас будет максимум 7 Yeah, мини-смертей. Abhidhamma. В Абхидharме говорится. So you must take your rebirth within 49 days. Таким образом, вы должны принять свое перерождение в течение 49 дней, Counting the day of the death as the first day. считая день смерти первым днем. That's why traditionally we do those Chang Chok prayers, Вот почему традиционно мы делаем эти чанг-чок молитвы, reminding Grandpa of all the good things he did. напоминая своему дедушке обо всех хороших делах, что он сделал. Traditionally, we do those prayers on the 7th day after death, counting the death day as the first day. Традиционно мы совершаем эти молитвы на 7-й день после смерти, считая день смерти первым днем. And then again on the 49th. И затем снова на 49-й день. Because within that time period, Потому что в течение этого периода времени they must go on to они their next life. должны перейти к своей следующей жизни. And the seed must be activated for that next И life. семя должно быть активировано для этой следующей Sorry, жизни. not activated. It must open for the next life. Извините, не активировано, но должно раскрыться для следующей жизни. Yeah, it's activated as they die, right? Оно From the past life. активируется, когда они умирают в прошлой жизни. Their last awareness of that life. Их последнее осознание в той жизни, And then it actually opens at the end of the оно фактически открывается в конце барда. and they are born into their И next. они рождаются в их следующей жизни. Now,
We didn't learn these things in school or in university. Princeton doesn't have a course on Bardo. И сейчас мы не изучали эти вещи в школе, в университете. В Принстоне нет курса о Бардо. But everyone has to die. Но все должны умереть. Everyone goes through this Bardo. Каждый проходит через это Бардо. And it's important to study И it. это важно изучать это. And it's important to И learn it. важно научиться этому. There's a joke in the В monastery. монастыре есть шутка. If you know you're going on a... like I used to go there to debate in the Geshe course. Если вы знаете, что собираетесь, как я обычно собиралась идти на дебаты, And, например, на курсах Геше. I remember on the day I was coming back to America, I would debate in the morning and then I would run to the airport and come back. Я помню, что в тот день, On the day I have to leave the monastery to come back to America, когда я возвращался I will still debate in the morning. в Америку, я должен был дебатировать утром, а потом бежать в аэропорт. В этот же день. And I remember the monks used to ask me, well, you know, you're going to leave today. Why are you debating in the morning? И я помню, как монахи спрашивали меня: ты собираешься уехать сегодня? Почему ты проводишь Just дебаты go утром? get your suitcase. Просто иди готовь свой чемодан. So we're all going to die. Так что мы все умрем. It might be Это может today. быть сегодня. Get your suitcase ready. Готовьте свой чемодан. Study the Bardo. Изучайте Бардо. We don't know if we're going to enjoy the money or the family we have next week. Мы не знаем, будем ли We don't мы know if we will still be there. наслаждаться деньгами или нашей семьей на следующей неделе. Мы не знаем, будем ли мы все еще здесь. But sooner or later we have to go to the Но Bardo. рано или поздно мы должны пойти в Бардо. So let's pack our Так suitcase. что давайте упаковывать чемодан. Let's get ready for Давайте that. подготовимся к этому. Okay, see you in the next online session, which is number 9. Хорошо, увидимся в следующей онлайн-сессии номер 9. And thank you for И translating. спасибо за перевод, Шаопинь.